Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как дела? This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? Так. Сегодня вечером я хотел бы изучать чуть-чуть русский язык. С этой книгой. Я думаю, что я купил эту книгу 20 лет назад, когда я изучил изучение русского языка. Но я забыл, что я купил. Поэтому я хочу изучать сегодня вечером с вами. С этой книгой. Ну, что делаем вместе? По-моему, это будет очень хороший. I'm learning English. Я изучаю английский язык. Но я изучаю русский язык. Окей. Правда, неправда. Svetlana wants to read Byron in English. Gleb says Byron is better than Pushkin. Oh. Svetlana says that English spelling is more complex than Russian. Gleb says Chinese is the most difficult language. Gleb's brother asks Svetlana what she thinks of English football. Диалог 3. Света, вы студентка? Да, я изучаю английский язык. Английский? Зачем? Потому что я хочу читать Байрона по-английски. Байрона? Кто он такой? Байрон – английский поэт. Я очень люблю его стихи. Стихи. Но Пушкин, конечно, лучше. Пушкин – самый великий поэт. А скажите, Света, английский язык трудный? Русская грамматика, наверное, труднее, чем английская. Но английская орфография сложнее. Очень трудно писать по-английски. По-русски гораздо легче. Самый трудный язык – это, конечно, китайский язык. Света, вы уже хорошо говорите по-английски? Например, как по-английски футбол?
Зачем? Why? Потому что, because. Кто он такой? Who is he? Великий, great. Трудный, difficult. Грамматика, grammar. Орфография, spelling. Сложный, complex, complicated. Трудно, difficult. Гораздо, much, by far. Китайский, Chinese. Как по-английски? How do you say in English? Снова, но с английском. Света, вы студентка. Светлана, are you a student? Да, я изучаю английский язык. Yes, I study English or the English language. Английский? Зачем? English? Why? Потому что я хочу читать Байрона по-английски. Because I want to read Byron in English. Байрона? Кто он такой? Byron? Who's he? Байрон – английский поэт. Я очень люблю его стихи. Byron is an English poet. I really love his poetry or his poems. Но Пушкин, конечно, лучше. Пушкин – самый великий поэт. But Pushkin, of course, is better. Pushkin is the greatest poet. А скажите, Света, английский язык трудный? And tell me, Svetlana, is the English language difficult? Русская грамматика, наверное, труднее, чем английская. Но английская орфография сложнее. Russian grammar is surely more difficult than English. Наверное, I think it's like a surely. Or perhaps, maybe, perhaps. Than English, but English spelling is harder. Очень трудно писать по-английски. It's very difficult writing in English. По-русски гораздо легче. In Russian, it's much, or it's a lot easier. Easier by far. Самый трудный язык – это, конечно, китайский язык. The most difficult language this, of course, is Chinese. Света, вы уже хорошо говорите по-английски? Svetlana, do you already speak well in English? Or do you speak English well already? Например, как по-английски футбол? For example, what is football in English? Так, Svetlana wants to read Byron in English. Правда. Gleb says Byron is better than Pushkin. Неправда. Svetlana says that English spelling is more complex than Russian. Правда. Gleb says Chinese is the most difficult language. Правда. Gleb's brother asks Svetlana what she thinks of English football. Неправда. Language building. По-русски or русский язык. По-русски is an adverb meaning in Russian. Русский язык means the Russian language. Он говорит по-русски. He speaks Russian. Как по-русски football? How do you say football in Russian? Я изучаю русский язык. I'm studying Russian. Русский язык трудный. Is Russian difficult? Comparatives. To form the comparative of most adjectives, the ending «ее» is added to the adjective stem. Трудный, труднее, more difficult.
сложный, сложнее, more complex. These forms are indeclinable. Alternatively, the indeclinable word более is added before the adjective. The adjective agrees with the noun it refers to. Русский – более красивый язык. Russian is a more beautiful language. Than is translated by чем. The two things compared are in the same case. Русский язык труднее, чем английский. Russian is more difficult than English. Comparatives ending in a single E. Some adjectives have comparative forms with a single E on the end. There are also a few irregular comparatives with quite unexpected forms. Дешевле, cheaper. Дороже, more expensive. Легче, easier, lighter. Выше, taller. Higher. Больше, bigger. More. Меньше, smaller. Less, fewer. Лучше, better. Хуже, worse. Superlatives can be formed by simply adding the word самый in the correct gender and case before the adjective. Китайский – самый трудный язык. Chinese is the most difficult language. Она самая красивая. She is the most beautiful woman. Упражнение 12. Match 1 to 5 with the correct English version from A to E. Русский язык труднее. Russian is more difficult. Самый трудный язык. The most difficult language. Он выше. He is taller. Там гораздо дешевле. It's much cheaper there. Более трудный язык. A more difficult language. Более трудный язык. Хорошо. Да, по-моему, эта книга очень хорошая для меня, потому что мне нравится, что это очень коротко. Так, я могу, например, в 20 минут изучать чуть-чуть русский язык. Мне не надо изучать 20-30 минут. Это очень короткий, легкий, легче. Так, спасибо большое. И я надеюсь, что это видео было очень хороший для сна. Извините, если я сказал что-то неправда. Если я сказал ошибкой. Но мне нравится, очень нравится русский язык. Окей. Спасибо большое.